Война может закончиться уже через месяц. Армия вторгнется на бунтующие острова. НАТО может вступить в бой, а несколько членов Альянса готовятся к возможному предательству со стороны партнеров. Срочные выборы, Конгресс уйдет отдыхать почти весь. И кто будет теми новыми политиками, которые займут самые важные места в государстве? Запустит ли Путин ядерное оружие и кто будет самым богатым человеком 2026-го? Начинаем год с прогнозов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. 2026 выглядит так, будто мир уже не шатает, а он просто живет в постоянной тряске, и к этому начинают относиться как к новой норме. Эксперты все чаще описывают не один центр силы, а несколько полюсов, которые тянут планету в разные стороны. И в этом году кого-то может и разорвать. Фигурально, конечно. Базовая картина у прогнозистов и аналитиков сходится, многополярность укрепляется, а главные контуры — это блок США, ЕС с союзниками, связка Китай-Россия и растущий так называемый глобальный юг, где все чаще называют лидером Индию. На этом фоне риски и общая тревожность снижаться не планируют, а наоборот, войны, которые уже начались, будут продолжаться, а те, которые потенциально могли бы начаться, скорее всего, начнутся. Но это не точно. К примеру, война России в Украине на самом деле может и закончиться через месяц после начала года. Во всяком случае, такой прогноз дает українська розвідка. Тому що розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України. Для того, щоб чогось досягти. Це пов'язане із військовою активністю, із опалювальним сезоном і так далі, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю. Большинство аналитиков исходит из того, что даже в 2026 году речь будет не о послевоенной нормальности, а о продолжении изматывающего режима, когда фронт и бюджет живут в одном темпе. На этом фоне киевские экономисты предупреждают, если война продолжится в 2026-м, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом оборонного финансирования, а доля военных расходов останется экстремально высокой. В оценках Ernst & Young и Совета по международным отношениям тревожная часть звучит предельно конкретно. Ernst & Young говорит о 10 ключевых геополитических событиях 2026 года и о том, что бизнесу придется жить по новым правилам. Локализация цепочек, региональные блоки, борьба за ресурсы и 4 сферы вовлеченности с США, Китаем, ЕС и глобальным югом. Совет по международным отношениям в Preventive Priority Survey ранжирует 30 сценариев по риску и влиянию на США. Эскалация Россия-Украина, Израиль, Газа, Западный берег, кибератаки на США, Китай, Тайвань, риск столкновений Россия-НАТО, а из 30 сценариев 28 названы умеренно или высоко вероятными. Развертывание орешника на территории Беларуси – это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно уменьшит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона Капустин-Яр. BCG описывает тот же сдвиг как конкуренцию сразу на 6 аренах: торговля и инвестиции, гонка искусственного интеллекта и технологий, борьба за таланты, ставка государств на критические отрасли, климатическая дивергенция и расширение конфликтов. В их формулировках это уже не про отдельные кризисы, а про серую зону, где давление идет на инфраструктуру и экономику. The Economist добавляет свой акцент. Контуры 21 века могут проясниться именно через роль Индии и стран глобального юга как арбитров, при том, что Европа ускоряет оборонные вложения, а Китай продолжает углублять торговлю с более чем 90 странами на фоне собственных внутренних проблем. Если сводить это к точкам возможного взрыва, то Восточная Европа остается зоной высокого риска из-за вероятной интенсификации российско-украинской войны и опасных провокаций по линии Россия-НАТО. На Ближнем Востоке во главе угла Израиль, Газа и Западный берег и риск обострения по линии Иран-Израиль. Ну а рядом Йемен, Сирия, Ливан. В Индо-Тихоокеанском регионе ключевая тревога Тайвань и давление в Южно-Китайском море, плюс фактор КНДР. В конце года они как раз провели испытания ядерки и показали ядерную субмарину по случаю.
Тайвань имеет 300 тысяч профессиональных военных и более 2 миллионов резервистов, причем с современными системами США. Плюс география. Нормальных пляжей для десанта мало, а любая высадка без превосходства в воздухе – одна из самых глупых операций. На этом фоне у КНР по этой оценке еще и провисает практическая сторона. У офицерского корпуса нет опыта реальных войн. Дальше экономика как слабое место нападающего. Китай гиперзависим от импорта, а значит даже легкая блокада через узлы вроде Сингапура и маршруты через Аравийское море теоретически превращается в рычаг давления. И над всем этим висит чиповый фактор. TSMC – глобальный хаб, который может стать либо трофеем, либо точкой саботажа, после чего удар по электронике и искусственному интеллекту будет не косметическим, а системным. Масштаба, который в сводках аналитиков описывают как в 10 раз хуже, чем ковид. В этом же ряду звучит и предельно жесткий элемент шантажа – угроза катастрофы уровня плотины Three Gorges, которая в таком сценарии означает гибель миллионов и паралич промышленности. Но есть и нетривиальный контраргумент. Пекин может сознательно разыгрывать эффект мальчика, который кричит «Волк», превращать учения в фон, чтобы приучить США, Японию и Тайвань к тревоге, как к рутине, и одновременно тестировать их реакции для будущей внезапности. Параллельно Китай ускоряет собственные мощности, чтобы снизить критичность экономической зависимости. И по этой логике ищет окно, когда Вашингтон ослаблен и распылен, вплоть до ставки на слабость Трампа, занятого другими направлениями, вроде Венесуэлы и Украины. Ну а у Вашингтона в 2026 году появляется новый горячий маршрут, который еще недавно звучал как фантазия. Венесуэла внезапно оказывается в одном ряду с Тайванем и войной Россия-Украина, как риск, куда могут полететь ракеты. Alertas, listos y dispuestos. Быть наготове, готовыми и решительными защищать наши права как нация, как свободные и суверенные родины. Я знаю, что вы никогда не подведете Венесуэлу, и я знаю, что Венесуэла на вас рассчитывает. И если история потребует этого, и мы вновь объявим себя республикой под ружьем, тогда история увидит, как мы поднимаемся со священным знаменем Миранды Боливара. У нас будет лишь одна судьба — победа нашего достоинства, победа нашей истории. Эту тему, как очень вероятную, впервые поднимает ежегодный Preventive Priorities Survey Совета по международным отношениям. Сценарий военных ударов США по Венесуэле выводят в топ угроз 2026 года, а вероятность оценивают как не ниже 50%. В логике Совета это выглядит как эскалация нынешних операций против транснациональных криминальных групп до прямых ударов по венесуэльской территории с потенциальной раскачкой режима Николаса Мадуро. La 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 la. Just peace, not war. Зачем это Вашингтону, в этой версии тоже объясняется довольно прямолинейно. Стратегия администрации Трампа-2 делает миграцию и войну с наркокартелями в западном полушарии одним из главных направлений нацбезопасности. На этом фоне вспоминают, что в 2025 году США нанесли не менее 25 ударов по предполагаемым наркокатерам в Карибском море и восточной части Тихого океана и заметно усилили военное присутствие в регионе, как возможный мостик к ударам уже по целям внутри Венесуэлы. Есть здесь кто-нибудь из Вашингтон-Пост? Не знаю, откуда вы берете свои источники, но они просто отстойные. Конечно же, нет. Любой, кто был в таких ситуациях или бывал в оперативном центре, знает. Ты не входишь туда со словами «убейте их». Это попытка создать карикатуру на меня и на процесс принятия решений. Просто нелепо. Все не так работает. Но наземного вторжения не будет. Эксперты говорят, что будут ограниченные ракетно-авиационные удары по объектам, связанным с наркоторговлей, элитными подразделениями режима или инфраструктурой, которую используют Россия и Китай. Либо морскую блокаду и ее усиление, контроль и блокирование танкеров под санкциями, что в прессе уже описывают как военно-морскую и нефтяную блокаду Трампом. Либо гибридное давление, где военное присутствие, санкции и работа на внутриэлитный раскол должны подвести к управляемому транзиту власти. Внутри Венесуэлы ставка бьет по главному источнику кислорода, нефти. Эль Паис и другие описывают эффект уже объявленного Вашингтоном морского и нефтяного блокирования. При полном исполнении нефтяные доходы могут упасть примерно на 60%, усилив валютную нестабильность, дефицит топлива и рост цен. Но если дело дойдет до ударов по прибрежным месторождениям, трубопроводам и терминалам, отраслевые оценки и эксперты допускают выпадение 15-25% добычи и 20-30% экспорта.
ориентировочно до 525-600 тысяч баррелей в сутки с краткосрочным ценовым всплеском. В сухом остатке прогноз один: в 2026-м мир не выходит из кризиса, а закрепляет режим постоянной политической турбулентности, и крупные игроки, судя по этим оценкам, готовятся не к компромиссам, а к долгой конкуренции. Но все это может резко поменяться, и речь не только о черных лебедях, и сейчас мы расскажем подробнее. Любой мелкий инцидент может внезапно стать большим и заставить союзников решать, где заканчивается провокация и начинается повод для ответа. Именно это является главной опасностью для стран НАТО, особенно если закончится война. Украинские и европейские аналитики оценивают риск эскалации у границ НАТО как высокий на фоне роста гибридных действий России. Вероятность случайных или преднамеренных столкновений называют не ниже 50%. В качестве фоновой картины дроны, нарушение правил полетов, давление миграции, кибератаки и серые операции против инфраструктуры. Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции. Кто будет этим заниматься? В прогнозах выделяют три главных траектории. Первая – туман войны, выстрелы через границу, воздушные стычки, цепочка неверных интерпретаций и другие российские отмазки. Вторая – преднамеренные операции, саботаж и игра через прокси, включая направления вроде Молдовы и Приднестровья. Третья – удары по логистике НАТО, которые специально подводят к дилемме по статье 5. Отвечать и как, если формально, то это не война, но удар уже нанесен. Опасность прямого столкновения между НАТО и Россией особенно велика в ближайшие 2 года. Почему? Потому что Россия перешла на военную экономику, а странам НАТО потребуется до примерно 2029-2030 года, чтобы стать полностью боеспособными или, как говорит немецкий министр обороны, готовыми к войне. Поэтому решающими являются следующие 2 года, когда Путин может бросить вызов Западу. На этом фоне растет нервозность и у официальных лиц в Северной Европе. Звучат предупреждения о потенциальной атаке к 2029 году, а подготовку информационного поля на восточном фланге с нарративами про агрессию НАТО фиксируют уже на 2026 год. Отдельно подчеркивается, что даже любой мир в Украине, по оценкам финских и эстонских структур, не снижает угрозу. Высвобожденные силы могут быть переброшены ближе к Балтике и Польше. Но вот, к примеру, министр обороны Германии слегка изменил свое видение вероятного конфликта с РФ. Если еще полгода назад он даже называл год и чуть ли не точное время, в котором это начнется, то к концу 25-го он заявляет, что не так уж сильно и верит в то, что Россия пойдет войной на Германию. Я не верю в такой сценарий. По-моему, Путин не намерен вести полномасштабную мировую войну против НАТО. Ответ тоже становится более жестким и технологичным. НАТО запустило в сентябре 2025-го инициативу «Восточный дозор» по всему восточному флангу с усилением авиации, противовоздушной обороны, разведки беспилотниками и морского присутствия, чтобы держать наблюдение и координацию в реальном времени. Параллельно страны региона строят сплошной пояс обороны, фортификации и противодесантные препятствия, упор на логистику и совместное планирование. А Евросоюз с 2026-го запускает наблюдение восточного фланга. Это система круглосуточного мониторинга границ России и Беларуси с первыми операциями к концу 2026 года и выходом на полный масштаб к 2028, включая идею стены от дронов от Балтики до Черного моря. Больше всего меня беспокоит то, что происходит под волнами. Я также могу сказать вам сегодня, что преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но нас надолго не хватит. Это не очередной доклад из Вашингтона, который пролистают и забудут. Это бумага, после которой в европейских столицах начинают по-другому считать время, деньги и риски. Потому что в ней впервые так отчетливо намекают, привычная схема безопасности может закончиться раньше, чем все успеют к ней привыкнуть. И это самая важная часть истории. В декабре 25-го Белый дом опубликовал NSS 2025, и в ней главный поворот не про новые угрозы, а про смену приоритетов. США в своей национальной стратегии смещают фокус на западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион, а Европу ставят только на 3-е место, ожидая, что она сама будет сдерживать Россию вплоть до прямых переговоров с Москвой, чтобы Вашингтон мог концентрироваться на сферах влияния ближе к дому. Тон для ЕС жесткий и неприятный. Документ говорит о восстановлении стратегической стабильности с Россией, критикует Европу за саботаж мира в Украине и фактически перекладывает на европейцев большую часть оборонной ответственности. В интерпретациях аналитиков это выглядит как деприоритизация
ориентация Европы, которую Москва может прочитать как открывающееся окно возможностей от ожиданий по остановке расширения НАТО до игры на внутренней политике ЕС через патриотические силы. Восточный фланг воспринимает это как сигнал тревоги и как риск ослабления американского зонтика. Отсюда ускорение ставок на собственные армии и промышленность. Прогнозируется рост европейских оборонных расходов на 60% к 2030-му. Польша делает ставку именно на это, а также на наращивание до 300 тысяч военнослужащих армии при пакете около 100 миллиардов евро. Параллельно идут совместные закупки вроде F-35 и HIMARS и фортификационные проекты уровня East Shield, Тарчевсхуд или Восточный щит, плюс перевооружение стран Балтии. С 1 января 2026 года эту логику подхватывает и Брюссель. Кипрское председательство выносит на первый план курс на автономный союз, открытый миру, где безопасность и оборона становятся несущей темой рядом с поддержкой Украины, миграцией, конкурентоспособностью и бюджетом. Во время кипрского председательства мы проведем более 260 встреч во всех районах свободной части Кипра, включая неформальный саммит лидеров ЕС, первый, который состоится на Кипре, а также 19 неформальных министерских встреч. В практическом виде это означает ставку на европейскую оборонную промышленную базу и инструменты вроде EDF на 100 миллиардов евро, плюс усиление защиты от гибридных атак и ускорение проектов наподобие стены от дронов от Балтики до Черного моря при координации с НАТО и финансировании для передовой линии. В 2026-м Восточная Европа будет жить в режиме постоянной проверки нервов. Большой войны, по оценкам, не ждут, но каждый день на границе будут пытаться сделать так, чтобы она оказалась ближе, чем есть. Дроны, нарушение правил полетов, миграционное давление, саботаж, дезинформация, фон, который должен давить на людей и политиков без единого выстрела. На этом фоне Варшава закладывает рекордную оборону до 47 миллиардов евро или почти 5% ВВП и продолжает курс на армию в 300 тысяч. Деньги уходят не в символику, а в железо и инфраструктуру. От усиления ПВО и ПРО до расширения промышленной базы и локализация производства, чтобы зависеть от поставок меньше и быстрее пополнять запасы. Самая нервная точка — Сувалкский коридор. В декабре 25-го одобрен полигон под маневры НАТО. Дальше идут фортификации и бункеры, меры контрмобильности вроде барьеров и контрольных точек, а также увязка с Литвой и общий план укреплений к 2028 году. Параллельно наращивается союзная инфраструктура, ротации и базы усиления присутствия, включая авиацию и бригадный компонент, чтобы сигнал о готовности был не на бумаге. Adwersarz rozpoczął czas przygotowania do wojny. Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную среду, которая должна, по его расчетам, подорвать доверие общества и к правительству, и к базовым институтам, таким как вооруженные силы или полиция. Это способно сформировать условия, благоприятные для потенциального ведения агрессии на территории Республики Польша. Риск прямого крупного нападения при этом описывают как низкий, именно из-за готовности, масштаба расходов и присутствия союзников, а также таких проектов, как «Восточный щит». Но низкий не означает спокойный. Ожидается высокий уровень гибридных инцидентов и психологического давления, где задача — тестировать границы, сеять хаос, перегружать службы и держать общество в напряжении. Мир может остаться без последнего ядерного стоп-крана. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы уже более 3 месяцев ждет от Дональда Трампа ответа на предложение хотя бы на год сохранить ограничения по договору о средних и нормальных вооружениях, договору, который сдерживает ядерные арсеналы России и США. Если договор окончательно развалится в феврале 2026 года, впервые за десятилетия не останется никаких правил, ограничивающих количество стратегических ядерных боеголовок. Это значит одно: новая гонка вооружений может начаться без предупреждения и без тормозов. Россия окажется в полном, но контролируемом интернет-блэкауте, контролируемом властями, конечно. Уже сейчас ограничиваются сервисы типа WhatsApp, Telegram и YouTube, но пока незначительно, хотя власти через своих глашатаев проверяют реакцию общества на такую блокировку, и, похоже, россиян это устраивает. Параллельно их подсаживают на государственный мессенджер Max, без которого уже в конце 2025-го сложно сделать в России хоть что-то, связанное с государством, или даже не очень связанное с государством. А еще будут блокировать приложения. Очень вероятно, что YouTube бабахнется. Подключите Next Step VPN. Это обязательно. Мы создали его как раз для подобных случаев.
Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит, не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Если собрать все в одну формулу, 2026 — это год, когда фронты и границы остаются горячими, а главным оружием становится не только огонь, но и напряжение, давление на бюджеты, логистику, цепочки поставок, миграцию и нервы союзников. И именно поэтому большинство сценариев сходятся в одном. Мир входит в 2026 не как в фазу разрядки, а в фазу управляемого риска, где цена ошибки становится слишком высокой. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.